Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 19 сентября, вторник, и только что завершилось выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Ну, начну по порядку. К этой сессии привлекалось особое внимание в Вашингтоне, ну и, наверное, в столицах других европейских государств. За время, прошедшее с начала российской агрессии против Украины, роль ООН, вопреки пониманию главного создателя кризисных ситуаций во внешней политике Украины подалека, эта роль существенно возросла. Началась фактически борьба за глобальный юг. Почему она важна для Украины, эта борьба за глобальный юг? Потому что за 18 месяцев эти страны глобального юга поняли свою значимость. Они усвоили, что в новой сложившейся ситуации они могут поиметь новые политические, экономические дивиденды. Страны Африки в основном поняли, что они могут получить много денег, во всяком случае их правители, а народ может получить дополнительное продовольствие, причем бесплатное. Короче говоря, они почувствовали всеобщее внимание, и многие из них начали требовать, чтобы к ним относились с особым уважением. Почему важны они? Можно, казалось бы, просто забыть, подумать, что там Африка какая-то. Но Африка, да, это так, вопрос 10-й, она только составная часть глобального юга. А вообще глобальный юг важен для Украины и вообще для ее союзников, потому что без него обеспечить эффективные санкции против России, прежде всего экономические, финансовые, оказалось очень и очень сложно. Но здесь важны такие страны, как Индия, допустим, Бразилия, Индонезия, ну и прочее, там, Саудовская Аравия, Иран и так далее. Короче говоря, это крупные экономики, которые поняли, что на этой войне они могут хорошо заработать. И вот начался процесс ухаживания за ними. Они становились все более капризными, и если еще в прошлом году, благодаря Соединенным Штатам и союзникам, удалось собирать под резолюциями ООН, осуждающими агрессию России против Украины, более 140 голосов из почти 200 членов Организации Объединенных Наций, то сейчас ряды сторонников подобных резолюций, они начинают редеть. Это нехорошо, поэтому Соединенные Штаты решили видоизменить повестку дня нынешней Генеральной Ассамблеи. Она должна была состояться для решения и обсуждения глобальных вопросов, таких как продовольствие, изменение климата и так далее, и тому подобное. И вот благодаря инициативе США и западных союзников удалось включить сюда вопрос об Украине как глобальный вопрос. Для того, чтобы ознакомить глобальный юг с тем, что будет глобально, включая этот же самый юг, если не решить этот вопрос, то есть российской агрессии против Украины, в соответствии с Международным уставом и Уставом Организации Объединенных Наций. И вот по этому поводу выступил сегодня, задал тон выступлением повестки дня этой сессии президент Байден. Надо сказать, что некоторые лидеры крупных государств, таких как Китай, Индия, Путин, естественно, Франция, Великобритания, они по разным причинам не приехали, не приняли участие в этой сессии, но это открыло дополнительную какую-то неожиданную возможность для Соединенных Штатов и для Украины в том, чтобы сфокусировать повестку дня на том вопросе, который они считали важнейшим. Так вот, в своем выступлении Байден отметил, что мир находится сейчас на точке перелома, и его будущее, включая будущее этого глобального юга, зависит от того, куда дальше от этой точки мир последует. И может так случиться, если выиграет Россия, если не будет урегулирования при окончании российской агрессии соблюдены основные принципы международного права, то
не нужна и Организация Объединенных Наций со всеми ее членами из глобального юга, извините, а также не будет форума, на котором можно и нужно решать важные для них вопросы. То есть Байден поставил вопрос о войне Украины против агрессора в качестве переломного момента истории, от которого зависит все будущее. По его словам, чтобы этого добиться, необходимо прежде всего соблюдать устав ООН. Он призвал к единству, то есть как раз призвал остановить тот процесс, который наметился в значительной степени благодаря активности Китая. Россия там, конечно, постаралась для того, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны стран глобального юга. Так вот, Байден призвал вернуть этот процесс обратно, фактически пригрозив, что если не будет соблюдены основные правила, основные принципы международного права при решении вопроса о российской агрессии, то фактически будет поставлена под вопрос безопасность любого государства, в том числе глобального юга. По его словам, мы должны противостоять голой, как он сказал, неприкрытой агрессии России сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра. Он отметил, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать храбрый народ Украины. И он выступил резко против любых попыток умиротворить агрессора, поскольку если это произойдет, то ни один член ООН не сможет чувствовать себя уверенно в том, что это государство защищено. Если мы позволим расчленить Украину, то будет ли обеспечена независимость любой другой страны? По словам Байдена, Россия считает, что мир устанет, вернее, надеется, что мир устанет и позволит ей, в конце концов, жестоко обращаться с Украиной без негативных последствий для Москвы. Этого не произойдет, сказал Байден. По его словам, Россия в одностороннем порядке может немедленно прекратить эту войну. Но добивается она другого. Она добивается капитуляции Украины, она хочет территории Украины, ей нужны дети Украины. Таким образом, он поставил, значит, вот этот глобальный, он затронул ряд других вопросов, глобальных вопросов, которые приехали решать страны этого глобального юга. Но отметил, что мир становится все более поляризованным, и поэтому призвал к единству. По мнению многих аналитиков американских, которые оценивали перспективы сегодняшнего дня и выступления там Владимира Зеленского, по их мнению, присутствие Зеленского поможет сохранить внимание мировой общественности, ООН, внимание дипломатического корпуса, прежде всего на вопросе российской агрессии против Украины. Но это очень важно вот именно сейчас, в связи с тем, что возник по растущему пониманию и политиков, и экспертов здесь вот эта точка перелома. И нужно приложить все усилия, чтобы она переломилась в нужном направлении. Сегодня, значит, выступлением Зеленского в первый день, ну, он выступал 14-м, после него еще целый ряд будет выступающих. Но для нас важно то, что будет дальше. Вообще, изначально планировалось, что Зеленский приедет в Нью-Йорк, выступит на Генеральной Ассамблее и отправится обратно. Но потом появилась идея неожиданного продолжения визита. Так и говорили, неожиданное продолжение визита. То есть его поездка в Вашингтон, где для него подготовили программу. Повторяю, это появилось. То есть над этим всем работали, буквально до последней минуты, пытаясь сделать для него как можно более насыщенную поездку с целью, первое, добиться дальнейшей поддержки вопроса о помощи Украины со стороны всего американского истеблишмента. Главный и самый вот острый вопрос, насущный, который стоит буквально номер один сейчас на повестке дня, выбить из контролируемой республиканцами Палаты представителей Конгресса, выбить закон о временном финансировании правительства США
на 40 миллиардов долларов, из которых где-то 24 – это помощь для Украины. Ну и что для этого было задумано? Вот как на настоящий момент. Зеленский встретится с представителями Сената, представителями обеих палат. Это хорошее событие. Это хорошо, что встреча произойдет с сенаторами от обеих партий, и они выразили желание, и есть практически уверенность, что представители обеих партий Высшей палаты представителей, Высшей палаты Конгресса выразят поддержку Украине. Но вот есть другой вопрос. Вопрос о встрече с представителями Палаты представителей. Я вам напомню, Сенат – это, конечно, высшая палата. Но разделение функций, согласно американской конституции, таково, что высшая палата, она решает вопросы внешней политики. Не только, но так, самое важное. То есть ее слово Сената важно при заключении международных соглашений. Утверждения на высшей должности, там, послов там, и так далее. Палата представителей имеет огромное значение тогда, когда вопрос касается выделения денег для различных программ правительства Соединенных Штатов, в том числе помощи иностранных государств. И инициатива выделения этих денег должна исходить из Палаты представителей. И если, скажем, Палата представителей по своей инициативе не примет законопроект о пакете помощи для Украины, то это все. То есть нету другого такого органа, учреждения в США, который может это инициировать самостоятельно, без Палаты представителей. Сенат этого сделать не может. То есть все сейчас застыли и ждут, что там произойдет. А должно произойти буквально в последние дни, до 30 сентября, когда истекает нынешний текущий финансовый год. И вот на остальные, до конца календарного года, на октябрь, ноябрь, декабрь, принимается вот это закон о временном финансировании с пакетом помощи для Украины. Как эта вот ситуация на настоящий момент? Последнее слово, исходящее от спикера Маккарти, состояло в том, что он не хочет включать пакет помощи Украины вот в этот закон о временном финансировании. Ну, потому что его надо принимать, закон о временном финансировании. Хочешь, не хочешь, но надо принимать, иначе правительство остановится. Зарплаты нечем будут платить. И этим-то и руководствовалась, этим соображением администрация Байдена, Белый дом, когда туда включила и пакет для Украины. То есть надо будет, хочешь не хочешь, надо принимать, и туда паровозиком уйдет. Но под давлением МАГА, это крайне правых трампистов, Маккарти пошел на попятный. И это еще не было, еще не объявлено официально, но последнее, что оттуда слышно из его окружения, что этот вопрос об Украине будет обсуждаться отдельно. Это плохо, потому что он сам по себе отдельно может обсуждаться долго, многие месяцы и так далее. То есть все будет дальше зависеть от развития в целом политической ситуации в Соединенных Штатах, которая весьма смутная сейчас. Вы понимаете, почему. Тут и предстоящие судебные процессы над Трампом, и планы, вернее, начало изучения вопроса о возможности запустить процедуру импичмента Байдена, все это, значит, смешается в одно целое. И вариантов там, то есть быстрых вариантов как-то так не просматривается. Поэтому вот и везут, Белый дом везет Зеленского в Вашингтон для того, чтобы он своим присутствием, своими зажигательными речами поспособствовал положительному решению вопроса. Кстати, насчет зажигательных речей. Я вот послушал, к сожалению, недостаточно внимательно, не начал его с самого начала, его выступление, вот, которое только что закончилось на Генеральной Ассамблее. В принципе, все нормально. Такое бодрое выступление, акценты сделаны на глобальные вопросы. То есть он показал те ужасы, которые творятся в Украине, и как они вписываются в глобальные вопросы. И сделано это было все хорошо. К сожалению, на мой взгляд, было сделано, ну, не знаю, это не ошибка, конечно, это было сознательное решение. Я думаю, что оно было стратегически что оно было ошибочным. То есть Зеленский серьезно так
учитывая, что это все-таки дипломатический форум, там принято пользоваться дипломатическим языком, он наехал, по большому счету, выражаясь не дипломатично, он наехал на европейских союзников в связи с ситуацией с зерном. Ну, вы знаете, что некоторые из них закрыли фактически свою территорию для украинского зерна по своим внутренним соображениям. И он жестко, то есть он показал, что экспорт украинского зерна – это глобальная проблема, которая очень нужна для глобального юга. И так это есть. Он достаточно темпераментно обрушился на некоторые страны Европы, обвинив их в том, что фактически они помогают Путину. Но мы знаем эти страны Европы. Это ближайшие союзники Украины, это страны восточного фланга НАТО, страны такие как Польша, Румыния, затем государства Балтии. И вот я считаю, это была огромная ошибка по разным причинам. Причина первая. Опять-таки, это дипломатический форум. Вы знаете, это устоявшееся выражение, что язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать свои мысли. Во всяком случае, знать, когда их выражать, а когда не надо, и в какой форме. То есть, безусловно, эти вопросы все надо решать, я имею в виду с европейскими партнерами насчет зерна, но нужно решать их за закрытыми дверями, не вынося ссор, как говорится, из избы. Вот, допустим, дорогие друзья, вы знаете о противоречиях, которые существовали между Черчиллем и Рузвельтом во время Второй мировой войны, когда две страны были теснейшими союзниками. Вряд ли многие из вас об этом знают. Они были огромные, потому что в лице Рузвельта Соединенные Штаты фактически лишали Великобританию империи. Они в качестве платы за помощь, в том числе и ленд-лиз, они забирали базы всевозможные. Черчилль пообещал, самое главное, что добивались Соединенные Штаты Америки, это право свободного доступа для торговли в колонии Великобритании, имея в виду прежде всего Индию. А это был конец фактически Британской империи и так далее. Но они никогда не выносили это из избы. Так запальчиво никогда это не говорили на весь мир, чтобы весь мир, главное, чтобы враг это слышал. А тут вот так вот прямо, то есть Польша, это которая страна, ну что говорю, душой кривить, немало сделала. И многие страны Европы ощущают на себя экономические проблемы в связи с российской агрессией. И государства Балтии по той помощи, по проценту этой помощи от своего ВВП на душу населения лидируют в качестве одних из основных помощников Украины. Ну и вообще, так, имея в виду, что враг-то слушает. Поэтому я уверен, что вот этот наезд, он послужит хорошей пищей для кремлевской пропаганды. Она любит это делать. Сейчас попытается в эту трещинку вбить клин, потом его расширить там и так далее. Вопрос, конечно, поставлен Зеленским, его необходимо решать. Но проблема в том, что вот своим достаточно жестким по дипломатическим понятиям, жестким наездом на европейских союзников, он не решил вопрос. Он, наоборот, его создал эту трещину, в которую теперь Россия будет вбивать клинья. Ну и какая-то странная тенденция. То есть я делился с вами замечаниями, наблюдениями за этой тенденцией. То есть как-то так вот украинская внешняя политика, вернее, некоторые ее представители, создавали из друзей врагов, наезжая по очереди. То на одного, то на другого, то на третьего. Сначала на отдельные страны, на отдельных представителей, то на Байдена с Салливаном и с Бернсом, то каждое утро в насмешку Волосу благодарить собирались. Потом, значит, ООН оказалась совершенно коррумпированной организацией вся. Ну, а теперь вся Европа. То есть это второй главный союзник Украины. Теперь оказывается в числе пособников Путина против Украины. То есть вместо того, чтобы решать проблемы, создаются новые. И это, с моей точки зрения, это очень печально. Я не знаю, кто писал этот текст для Зеленского, как они обсуждали, чем руководствовались. Но я вам скажу вот что.
Много читаю, естественно, западных аналитиков, как они видят будущее развитие ситуации. Вот они говорят, что самое опасное для Украины – это не то, что вот сейчас, в этот переломный момент, как говорится, inflection point, как говорят американцы. Главная опасность состоит не в том, что Украину вдруг одномоментно, вот за один день все союзники бросят. Главная опасность состоит в том, что постепенно отношения к ней ближайших союзников будут охладевать, и все больше. Это будет так вот происходить постепенно, вроде бы незаметно. И для этого есть объективная, к сожалению, предпосылки. Ситуация на поле боя развивается не так стремительно и удачно, как хотелось бы, хотя мы все надеемся в ближайшем времени на гораздо лучшее будущее. То есть есть какие-то объективные для этого, к сожалению, негативные предпосылки, но создавать их собственными руками, это вот все равно, что сидеть на бочке с порохом и зажигать, играючись в спички. Тем более скажу я вам вот что еще до приезда сюда Зеленского, в целом, оценивая перспективу его визита, прежде всего обращали внимание американские аналитики, что эта поездка будет совсем не такой, как была в предыдущем году. В предыдущем году на фоне грандиозной, блестящих побед на северо-востоке страны, Зеленскому рукоплескала Америка и Организация Объединенных Наций, в которой он выступил через видеолинк. Теперь ситуация совсем другая. Коррупция тут, вы знаете, которая стала чуть ли не главным вопросом. Раньше ее как-то так делали вид стеснительно, пытались не заметить, но она вырвалась как джин из бутылки, которую уже нельзя запихнуть обратно. И поэтому говорили, это будет другой визит Зеленского, без рукоплесканий и достаточно такой жесткий. В частности, стали все более часто появляющиеся достаточно глубокие, все более и более глубокие статьи о коррупции в Украине. Ну и вот сегодня, как буквально вот приуроченное к выступлению Зеленского, агентство Reuters, очень солидный на весь мир источник информации, опубликовал очень длинную статью, на которой сконцентрировался на основных носителей коррупции в администрации Зеленского. Достаточно много про Татарова, большая часть. Все о Татарове, который, как пишет агентство, стал символом терпимости Зеленского к коррупции в своем окружении. То есть это вот действительно взрослый же человек Зеленский. Неужели он не понимал, что такое попустительство в отношении своих ближайших соратников, что ли, помощников, в конце концов, выльется на него? Потому что попустительство – это значит, что сам руководитель чем-то запятнан, не может он быть кристально чист. Затем Ермак здесь упомянут как не серый, зеленый кардинал. Зеленый в связи с тем, что он носит такого же цвета одежду, как Зеленский, эту полувоенную робу. Ну, насчет Ермака это, наверное, второй, третий, то есть его только обозначили, я бы сказал так, а там дальше копать и копать. Обозначили здесь тем, что как только он стал главой администрации, тут же появилось видео, на котором был запечатлен его брат Денис, который продавал государственные должности там, за определенные суммы денег. Затем переходит на самого Зеленского статья, упоминается о том, что он после того, как его избрали президентом, передал управление своим, даже нет, он перевел свой счет в офшорные компании, или эту офшорную компанию в ведение своего близкого соратника, партнера по бизнесу по фамилии Шефир. Ну и финальный аккорд статьи очень важен. Мнение о том, что коррупция сохраняется и в военное время, вот оно что самое ужасное, что она сохраняется в военное время, широко распространено среди нескольких десятков жителей, опрошенных агентством Рейтер во время посещения нескольких городов и сел к северу от Киева, охваченных боевыми действиями в прошлом году. То есть
исследование Reuters проводила еще в прошлом году. И с тех пор ситуация в отношении населения и в отношении коррупции стала еще более радикальной, как мы знаем, что около 70%, по-моему, даже больше, согласно последним опросам, говорят о том, то есть считают, что Зеленский лично виноват вот с той коррупцией, которая, беспрецедентной коррупцией, которая развелась в его ближайшем окружении. То есть они делали это еще с прошлого года, но решили опубликовать сейчас, потому что это вот как-то фон создается для его визита. Ну так вот, значит, фон для его поездки в Вашингтон. Я уже сказал о хороших надеждах на то, что с Сенатом будет все хорошо. А что касается ключевого ведомства или подразделения американского правительства, Палаты представителей, то тут дело не важно. По сообщениям некоторых СМИ, украинская сторона пробовала договориться с Кевином Маккартни о организации личной встречи между ним и Владимиром Зеленским. Ну, наверное, имелось в виду, что Зеленский своим красноречием попытается как-то воздействовать на Маккартни и уговорить его. Так вот, Маккартни отказался от такой встречи. Он сказал, если хочет встречаться, мы соберем весь хурал, то есть представители обеих партий. Там наверняка будут широко представленные представители МАГА, то есть трампистов. Ну и вот там вот мы с ним и встретимся. И там Владимиру Зеленскому все расскажут. И то, что они думают про коррупцию там и так далее. В целом, что я могу вам сказать? Значит, и идея, то есть структура этого визита, его организация, его планирование, содержание выступления Байдена сегодняшнее в организации перед Генеральной Ассамблеей ООН, лично для меня говорят о том, что эта администрация твердо стоит в поддержке Украины. Твердо. Ей просто позарез необходимо выбить сейчас вот эти 24 миллиарда для Украины, потому что если этого не произойдет, то ситуация будет очень напряженная. Пентагон сегодня буквально сообщил, что если не будет принят этот пакет, о котором мы говорим, Палата представителей прежде всего, то пострадает, во-первых, обороноспособность Соединенных Штатов Америки и пострадает возможность США оказывать военную помощь Украине. То есть вот так вот вопрос стоит ребром. От этого визита действительно очень много зависит. К сожалению, были сделаны, то есть ошибки были доведены до масштабов преступного. Это уже не преступление, это же не ошибки, это преступление. Ну и вот, в конце концов, оказались ситуации. Я очень хочу верить, что это не ситуация, когда известная старуха из известной сказки Пушкина окажется у разбитого корыта. Но есть и позитивные моменты. То есть жизнь она полосатая, есть белая, есть черная полоса. Я все-таки надеюсь, что удастся этот визит Зеленского завершить на высокой позитивной ноте. Но позитивная информация поступает из неожиданной стороны, из Японии, но касается на Китая. Вот, как я вам сказал, Китай в лице товарища Си не присутствует на этом. Товарища Си не было на 20-ке. Товарищ Си не прочитал свою речь на встрече БРИКС. Вместо него его же статью зачитал министр торговли. И теперь открывается подноготное. Что там происходит? А там происходит поистине эпохальное событие. Эпохальное событие, которое позволяет нам надеяться, что с Китаем для Украины будет скорее лучше, чем хуже. И вот в чем состоит история. Мы неоднократно с вами обсуждали резкое ухудшение, вернее, не просто ухудшение, а как бы слом. Я боюсь еще употреблять слово крах, но слом, о котором говорят многие аналитики, экономической модели Китая, успешной с начала 70-х годов. И теперь она привела вот к политическим определенным последствиям. Есть у них
такой институт, я бы его назвал так. Называется он Байдайхейская встреча. Это Байдайхейская, это от слова Байдайхэ. Есть такое курортное местечко в провинции Хэбэй в Китае, где время от времени собираются высшие, бывшие, находящиеся на пенсии и работающие высшие бонзы Коммунистической партии Китая. Это своего рода совет старейших, который оценивает ситуацию и так по-партийному, невзирая на лица, может высказать высшему руководителю государства, что они о нем думают. Но я вот когда читал это, я просто поразился. Вы понимаете, Китай не демократическое государство, авторитарное государство, но даже в Китае есть инструмент, который ни в Конституции не записан, нигде. Он неформальный, но это важный инструмент обеспечения, вернее, как инструмент для удержания высшего руководства страны от катастрофических ошибок. То есть, который применяется тогда, когда, казалось бы, высший руководитель, у него он может слететь с катушек, и надо срочно его останавливать. Вот у китайцев есть. А вот в России, и в этом есть трагедия и России, и ближайшего ее окружения, может быть, всего мира, в том, что нет. Что один сбрендивший ушлепок, один единственный на всю страну, может поставить на карту существования этой страны, себя самого, ну и, может быть, полмира. Так вот, значит, прошла так называемая Байдайхейская встреча, ежегодная. Обычно она происходит секретно, но на этот раз некоторые утечки произошли. Что было, значит, наблюдая за вот этими проблемами с экономикой страны, то есть проблемы колоссальные просто, я не буду даже их перечислять, уже неоднократно об этом говорили, старейшины пришли к выводу, что надо что-то делать. И сначала они втайне, группа посланцев приехала в Пекин, где они обсудили эти проблемы, побеседовав с действующими высшими должностными лицами государства. Потом они поехали в этот самый Байдайхэ, на этот курорт, и встретились с остальным партийным активом. И туда же вызвали товарища Си и указали ему о недопустимости продолжения той политики, которую он проводит. В частности, они высказали товарищу Си такие замечания, каких не было до сих пор. И они высказали в достаточно острой форме, после чего товарищ Си выразил свое недовольство ближайшим союзникам. Там не было двух бывших его предшественников, ну, в частности, Цзян Цзиминя, который умер в возрасте 96 лет, а также Ху Цзиньтяо, которого, если вы помните, если вы видели, смотрели заседание китайского собрания народных представителей, он сидел рядом с товарищем Си, а потом к нему пришли, взяли за белые руки и бесцеремонно вышвырнули из зала. Так вот, значит, ему указали, что Китай находится, мягко говоря, не в лучшей форме, в армии царит суматоха, министр иностранных дел смещен, и суматоха творится во всем Министерстве иностранных дел, то есть два ключевых ведомства, Минобороны, Мининостранных дел, суматоха. Суть послания. Если политические, экономические и социальные потрясения будут продолжаться, без принятия эффективных и чрезвычайных мер противодействия, партия может потерять поддержку населения, что поставит под угрозу ее правление. Мы не можем допустить новых потрясений, отметили старейшины. Вот вторая, порадовавшая меня особенность китайского режима. Опять-таки, если взять Мордор и этого ушлепка, который его руководит, ну, его интересует, возможно, потрясение, он войну затеял по своей прихоти. Он уже угробил несколько десятков, да там уже, по-моему, до 300 тысяч. Число жертв, которых он положил на полях сражений в Украине, доходит. И, судя по всему, он не боится новых потрясений, потому что, ну вот, народ, наверное, у него такой. А вот китайские товарищи, они боятся, потому что все-таки их волнует состояние их собственной страны, народа. И вообще, согласно
концепции управления государством Китай, основная его сила – это не демонстрация его величия, как я так это понимаю, читая о них регулярно статьи. Это все-таки обеспечение экономического благосостояния как можно большего числа народонаселения, то есть создание как можно обширного среднего класса, с тем, чтобы через улучшения экономические совершать реформы. То есть, как в Советском Союзе в свое время, там декларативно было «лучшее будущее, строим коммунизм». Так китайские товарищи, но это, во всяком случае, волнует. Так вот, значит, с этих пор и началось для товарища Си тяжелое лето, вот после этого заседания. Он резко ушел в тень, о чем он думает, не знаю, но вот был такой эпизод, когда один из примеров китайских, которого товарищ Си в марте месяце убрал с должности, это Ли Кэцян. То есть он заставил его уйти в отставку с должности премьера. Он неожиданно появился на публике. Народ его радостно приветствовал. Это засняли на видео. Это появилось в соцсетях, где бывшего премьера, которого убрал товарищ Си, радостно приветствует народ. И, значит, это видео циркулировало достаточно долго в социальных сетях, а потом его власти тихо убрали. Но вот в Китае это так рассматривается как серьезный звоночек о том, что положение товарища Си не такое прочное, и надо думать о корректировке своего политического и экономического курса. То есть вывод из всего этого, у меня и раньше был аналогичный вывод, но теперь он еще укрепился, он состоит в том, что Китай вынужден будет обратить особое внимание на улучшение экономического положения в стране. Для этого ему нужны хорошие, нормальные торговые отношения с ближайшими экономическими партнерами, среди которых Китай, Соединенные Штаты, Европа, то есть западный мир. Им очень нужно, прежде всего, улучшение отношений. Лично с Соединенными Штатами, недавний визит Джины де Раймонда, он был неплох, но не блестящ с точки зрения руководства Китая. То есть Китай должен добиваться лучших отношений с Соединенными Штатами Америки. И вот эта потребность, на которую товарищу Си строго указали товарищи опытные, заслуженные товарищи по партии, заставит его скорректировать свой внешнеполитический курс, убрав оттуда ненужный авантюризм, убрав оттуда остроту, и Китай может так потихоньку вернуться туда, где он был еще во времена Дэн Сяопина. Ну, не совсем, конечно, где-то как-то, потому что вот согласно данным из Японии по поводу вот этой встречи, ему указали, что при его 3 предшественниках, начиная с Дэн Сяопина, ситуация вот со спокойствием народа, она была лучше. И призвали его обратиться к опыту своих предшественников, в числе которых первый – это Дэн Сяопин. Ну и, говорят, в ближайшем окружении Си Цзиньпин сокрушался по этому поводу, говорил, что он старался изо всех сил это сделать, не получилось, были проблемы, а теперь все это на меня свалили, говорит он. Ну и по бюрократической традиции авторитарное государство, он пытается это со своих плеч переложить на кого-то другого. И в качестве этого другого новый пример, на котором он настоял, убрав Ли Кэцяна, значит, теперь другой пример, тоже Ли, который схватился за голову, когда ему сказали, что теперь все экономические проблемы будет решать лично он. Вот, собственно говоря, те важнейшие новости, которые я вижу на сегодняшний день, дорогие друзья. Повторяю, мы находимся, вот этот визит Зеленского чрезвычайно важен. Будем надеяться, что он завершится успешным. Будем внимательно следить, и я буду вас информировать о том, как будут развиваться события дальше. И на этом, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!